Итак, ребят, я нахожусь на выставке «Охота и рыболовство 2021». И этот фильм я хочу посвятить зимней рыбалке. Этой зимой я активно занимался именно зимней рыбалкой. Не все видео выходили, потому что не всегда у меня ладилось, потому что только активно начал вот именно в этом году выходить. У меня появились друзья, которые очень любят зимнюю рыбалку. Мы с ними постоянно ездили на зимнюю рыбалку. И стенды, которые будут посвящены именно зимней рыбалке на этой выставке, я постараюсь для вас пройти, взять интервью и расскажу вам, что было на выставке. Ну что, погнали! Ну давай, если ты герой, сам тогда. А что, ты тоже герой, заходи. Я стесняюсь. Конечно, да. Давайте, вы тоже давай, снимайте маску. А сколько платите? Так я вообще-то не плачу. Вообще в карман. А ты можешь сказать, подавайте на сборную России. А я плачу. Привет, ребят, шел мимо бура, не мог пройти, а здесь, и, оказывается, и Станислава Разышевского встретил. Я пришел к другу, брату, Другу. напарнику, коллеге. Я понял. Каким бурами тогда пользуетесь сразу? Ну, естественно, не Тонаром. Это, естественно, Тонаром. Тонаром или не Ну, тонаром? конечно, Тонаром. Тонаром. Как Почему? и вся Вот сборная, и почему? Вот какое преимущество у Тонара от других? Ну, если продолжать шутливую тему, то Ну, можно в шутку. вечно бесплатный для меня Тонар. От самой машины, там, сотки Казанцева, например, и заканчивая ножами. На самом деле, потому что это хороший, надежный инструмент. Меня устраивает его вес, его вязкость, в хорошем смысле слова. И завязывание. Ну, когда идут соревнования, то там, кажется, важно, чтобы быстрее все это делалось. Да? Дырки там, чем больше там, как быстрее закормишься, быстрее там наловишь и все остальное. Это очень для спортсменов важно. То есть это самый быстрый будет, получается? Да. Или что? С вашей точки зрения? Мне да? кажется, да. Плюс, Конечно, у него есть серьезный конкурент, и это тоже надо признать, что это довольно сильные ребята. Да, но у нас есть очень хороший ход. Чем он отличается? Мы для каждой модели своих ледобуров сделали несколько моделей ножей. И таким образом мы нивелируем любые возможности там форс-мажорные, то есть там сырой лед, сухой лед, морозный лед, физическая нагрузка, потому что когда ты подразумеваешь, что у тебя будет тур состоять из 10 лунок или из 50 лунок, это очень важно, подобрать ножи такие, которыми ты просто будешь спокойно работать, а не заморачиваться. Какой моделью вот из этого ряда пользуетесь? Может, здесь она где-то присутствует? Какой моделью я пользуюсь? У меня вот такой зеленый, вот честно, я вот его увидел. Вот Нет, это. у меня не Ну, такой. это у меня как У любителя. меня телескоп, как называется, Сережа? У нас это торнадо, это бураны, новые сейчас это наши бураны. Вот эти бураны, да? Да. Надо, я понял. До этого это была торнадо у спортсменов. Сейчас у сборной России уже самый современный буран. То есть с замком, который разработан исключительно группой компании Тонар и Почему? У меня нет подобного. такого до сих пор. Здравствуйте. будет. А чем вы бурили на чемпионате мира в Финляндии? Я? Да. Как начальник команды сборной России, я командировал. На самом деле, Станислав, То есть правда, не сразу, о чем будет. мы успели очень оперативно к чемпионату мира изготовить для наших спортсменов ледобуры, протестировать их там прям непосредственно на Это вот чемпионате эти, да? мира, да, эти бураны. Именно модель мини, потому что она позволила нам перемещаться в самолете. То есть этот ледобур в сложенном виде абсолютно легко помещается в чемодан. И его можно перевозить по... Все, понял, почему реализация. Он вот так складывается. Да, Еще это вот так телескопические ручка, конструкции. И в результате, ну я вот могу на руках показать, насколько это удобная конструкция. То есть вот, позволяет бурить лед более метра, но при этом в транспортном... Вы справитесь? Да, Я, к сожалению, должен бежать. Спасибо большое. Спасибо. вот так вот живут начальники Ну, хотя бы сборной России. познакомился. Да. Давай. Соответственно, в собранном виде мы его складываем на длину шнека, и вот у нас получается вот такая миниатюрная конструкция. Давайте до конца, удивим Давайте. народ. Даже самому интересно. Все, сложили, Ну, здесь- зафиксировали, поставили барашек. Вот вся транспортная составляющая. Можно сделать небольшой еще Ну, то есть, лайфхак. Мы их это перевозим
доставая ручку отдельно, это позволяет еще больше экономить место. Ну, А соответственно, потом рассобираем. юбка, чем больше, там это... Ну, здесь маленький он, за какой? Да, Сотый, нам сотый, для да? сотки хватает, но плюс у нас, опять же, я говорю, очень большой вариант играть ножами, и на сотую конструкцию можно поставить 130-е наши штатные ножи, и диаметр лунки у нас будет То есть не от этого 115. Вам не важно вот эта юбка, вам важны ножи, Да, это называется, да, диаметр ледобура, нам он по сути не важен. У нас есть варианты ножей, по которым мы можем очень легко подстроиться под любые условия, которые нужны именно нам на соревнованиях. Чем хорош этот замок, он абсолютно не люфтит. И не приводится, вот это не да, и приводится в боевое положение за 1 секунду. Соответственно, это транспортная составляющая, можно так нести, можно повешать на плечо. То есть для ну, тогда переноски, цену говорите уж. для переноски. Люди все равно будут спрашивать. Ну, по цене скажу так, это стоит, ну, доступных денег, скажу так. Я не могу говорить, потому что в каждом магазине цена Не, ну по-разному. примерно в среднем цена там от 5 до 7 или как там. Я скажу так, это цена между айсбергом и торнадой. Вот. А я не знаю, сколько айсберг торнадо стоит. Ну, Честно. это в районе 5000 рублей. Ну, в районе 5000. Розничная цена. Но, опять же, давайте подходить к Но этому минимальная так, стоит все равно 2000. Да, а что тут от разного правильно? ледобур это все-таки, ну, у модели мини, соответственно, меньше цена, конечно. Мы платим за инструмент, высококачественный, классный инструмент. При этом, если мы относимся к нему с уважением, не долбим по И у нему него черпаком, покраска какая-то матовая, да, и используем легкий молоточек пластиковый и спокойненько там либо веточку какую-то отстукиваем его после рыбалки, то он в таком состоянии может быть и 5 лет, и больше. А вы пошли, ну, по пути вот этих, я смотрю, тоже же, да? Если вот так развернуть, под дрели, да? Да, конечно, мы не стоим на месте, точно так же, как и весь прогресс. И у нас прогрессом правит лень, это все знают. Соответственно, у нас для наших моделей есть всевозможные переходники, адаптеры, удлинители, которые позволяют использовать их на любой А структуре вот льда. эта вот модель может тоже же... Да, мы сюда просто ставим удлинитель, штангу, можем поставить напрямую наш переходник, причем наш переходник является универсальным. И туда, и сюда. Да, и он имеет два диаметра, это 22-я труба и 19-я, то есть в эти ледобуры мы используем 19-ю трубу, и соответственно на наших желтых айсбергах там диаметр трубы 22-й, мы просто глубже садим наш адаптер, и все. То есть у нас один адаптер для всех практически ледобуров. Получается, вот эти буры, которые складываются, они могут при ручке... Да, конечно, то есть мы можем сделать хоть самый минимальный ледобур, хоть нарастить самую маленькую конструкцию благодаря всевозможным нашим переходникам. Их вот вы видите огромное количество. Мы можем сделать... Я смотрю, у вас огромное количество вот этих. Да, мы можем сделать любую конструкцию ледобура, а в штатной нашей версии айсберг Арктика модель 190 лед берет легко с одного захода. Ну, вот такие удлинители, это больше актуально для Сибири, где метровые глубины, они промерзают. Ну, наверное, да, хотя, в принципе, высоты шнурка достаточно практически для любого льда, ну, за исключением совсем там северных широт, Байкала и так далее. Ну, в Красноярске жил, там как раз зеленый ледобур прям по ручку забуривался. В декабре месяце мы были в Красноярске на всероссийских соревнованиях, да, приходилось добуривать нульку на колени. Да. Потому что лед бесснежный, он очень быстро нарастает. И таким образом, ну, мы готовы в любом случае всегда для любого льда. А для наших, да, широт, вот это вот за глаза еще может даже поменьше, чтобы был. Поменьше у нас есть и торнадо мини, и буран мини, и даже есть айсберг мини. А по ножам вы сказали, вы какие-то ножи начали делать, одни, другие, третьи? Вот у нас конструкция ножей наших. Оп. Соответственно, мы под каждый ледобур можем подобрать определенную конструкцию ножа. То есть это может быть полукруглый, прямой нож. То есть вы начали для рыхлого делать, для жесткого льда, да? Да, сырой лед, соответственно, у нас и маркировка идет, там это может быть там легкий лед, у нас есть и мокрый лед, то есть это все прям на ноже на самом фиксируется. И
Вот легкий лед, соответственно, мокрый лед, вот мокрый лед. То есть человек подходит, ему не надо мучиться, выбирать, четко покупает именно то, что ему нужно. Мокрый лед это не подразумевает, что бурить только сырой лед. Это Можно и тот, просто он более мельче да, будет. он просто будет выбрасывать крошку более мелкую, соответственно, нагрузку физическую вы испытаете меньшую, но чуть больше понадобится оборотов для того, чтобы пробурить лед. Интересно. Спасибо. Пожалуйста. Добрый день, Андрей. Приветствую, да, Андрей. Очень приятно. Забрел. В этом году занимаюсь зимней рыбалкой, увидел Эвошус и забрел, потому что, я так понимаю, вы местный производитель. Да, мы российские Российский производители обуви, мы находимся в центре России, в Тульской области. Ну, видите, за стеной огромный Я ассортимент. думал, здесь Николай, а Ну, сейчас Николая нет, стоит его зам, буквально завтра в 13:30 на стенде, пожалуйста, ждем. Да. Приходите, он будет вживую, будет рад пообщаться. он с вами тоже на рыбалку ездит? Обязательно. Именно вот в том, что одет, или все-таки у него получше? И в том, что одет, и в наших сапогах. Кстати, сапоги мы для него делаем 52 размера. Кошмар. Кошмар просто. Кошмар. Я так понимаю, в любом случае, география, она должна быть огромной, если вы производите. Вы производите от скольких температур и по географии распространения? Ну, надо понимать, да, что Россия страна достаточно большая, и температурные режимы по стране размазаны там от субтропических минус да, 60 до до плюс глубокой 50. Якутии. Да. Мы делаем практически на все абсолютно температурные режимы и можем покрывать потребности любого потребителя. Пусть это будет, допустим, рыбак Центральной России, да, который может радоваться нашему продукту, который работает от -5 там, до -30. Вполне легко с этим Ну, справляется. это мой регион, Черноземье, Воронеж. Да, Вот да, я это, как раз кстати, скажу, центр, это ваша любимая Да, Волга. комфортная прочее. температура. Также параллельно мы делаем модели, допустим, которые Это как рассчитаны... раз 60, наверное. Это 100. 100? Модель, которая рассчитана на Где вы в экстремальный России низкий нашли 100? Ну, понимаете, температурный режим обуви присваивается не из-за местности, а все-таки в лабораторных условиях. Я И, понял. скажем так, вот этот сапог при температуре -100 вполне справляется со своими задачами. Он сохраняет тепло на тестах. Кошмар Ну, был. на Луну в нем лететь, я думаю, тоже можно. Да по нему и на скалах лазить можно, вот, Без судя проблем. по этому. Да, моделька на самом деле подкрывает потребности как любого рыбака, так и охотника. Он не прикалывается, он очень прочный, он не подвержен никаким-то там истираниям, изгибаниям и прочим. Но это топовая у вас модель, скорее всего. Да, это моделька, которая этой зимой стала очень популярной на самом А деле. сколько? Если не секрет. Цена? Ну, в рознице, да. Ну, знаете, цена не больше 5000 рублей. Топовая модель, не больше 5000 Да. рублей. Мы Ну, это российский производитель. более- А, вот. Мы делаем все для народа. Хорошо, а вот для моего региона, где я вот -5, -15 мы ловим. 2500. Этого будет 2500. вполне достаточно для того, чтобы купить модельку разную, в зависимости там по весу, по высоте и прочее. В 2500 уложитесь. Смотрите, у меня такой вопрос. Просто эво-производители, их все-таки, ну, не один, а их много, да? Вот, сапогов для зимней рыбалки. И вот когда-то я покупал где-то лет 7 назад скороходы, да? Мгм. Фабрика скороход, кажется, что-то такого Ну, типа. немножко, ну ладно. Вот, Yeti, кажется, называется. Вот, чем вот этот именно материал, вот именно вот этот, он отличается ваш от других? Или же он одинаковый у всех? Ну, давайте начнем с того, что у каждого производителя какие-то секретные формулы имеются. Это первый момент. Во-вторых, могу похвалиться тем, что весь цикл производства, который у нас происходит, он наш на всех этапах. А третий, наверное, все-таки главный момент. То есть вы сами и химреагенты, Полностью, и весь делаете цикл, всё? и шьем, да, и все. Получается, Только- повторить вас никто не повторяет. Только овечек не стрижем, чтобы шерсть использовать. А пора. Наверное, заведем отару, да, и будем овечек стричь. Пора овечек, да. Ну и самый главный, наверное, момент в том, что мы, производя обувь, сами ее используем, мы все рыбаки. То есть мы реально понимаем потребности через свои ноги, через свои рыбалки. То есть вы тестите. Обязательно. Собрались, директор, генеральный директор, все пошли. Ни одна модель коммерческие не люди. выходит на конвейер, пока я лично ее не проверю. Насколько ездите? С По-разному. День, два, 2 ночи. моделью? И только в них. Только в своей обуви, конечно. Хорошо. И еще, смотрите, вот стоимость сапогов, я тоже слышал такой миф, или это реальность. Вот Эва это да, но стоимость стоимость и качество сапогов определяется чулком. Ну, немалый процент, на самом деле, стоимости сапога определяется именно тем вкладышем, который у него внутри, потому что его производство вкладыша, а мы видим, да, в зависимости от температурного режима, требует определенных вложений. И шерсти, и дополнительных слоев, и прочего, прочего. То есть здесь И даже фольга, фольгирование, и да, фольгирование которое- вот это. это Ну вот, технология, которая стоит денег.
увы, все стоит денег. Я Ну, понял. Добиваясь комфорта нашего потребителя, как бы мы, как видите, укладываемся в достаточно разумные стоимости. Понятно. Но у вас и получается и женские модели, да? И детские? женские модели есть, да, конечно. Дамы в последнее время вообще очень сильно любят рыбалку, со своими мужьями периодически на нее ездят, поэтому мы не можем их игнорировать. Вот, то есть получается детские, Ну, женские. И детские, и женские модели мы делаем точно так же, как и Ну, мужские. в принципе, я на льду уже не раз замечал, что мужики осторожнее ходить в туалет, там женщины рядом Ну да, сидят. Вы, говорит, поосторожнее отворачивайтесь. Так мало того, что есть уже и женские, грубо говоря, коллективы спортивные, которые выступают на соревнованиях даже Ну, на по международном. мормышке соревнования. всё Да, да, остальное. да, да. Я понял. Ребят, смотрите, мы говорили с Андреем предварительно перед записью видео, и он сказал, что выставит сапоги зимние, комплект на розыгрыш. Под описанием видео будет условие конкурса, и он сам лично вышлет вам по итогам конкурса эти сапоги. Так что Жду ждем победителя. розыгрыша, победителя, и он вам вышлет. Вот сапоги стандартные, вот для нашего, я так понимаю, да? Ну да, Что, да, да. Минус 15, там вот эти, минус 20. Да, да, да. Для нашего Всё, центрального возьмем. договорились. Спасибо. Добрый день, Павел. Добрый день. Ну, зашел к вам, потому что увидел тульскую мормышку. И смотрите, заходил в магазин, и когда вот есть мормышки, продаются прям так раз, переворачиваешь их, они там повтыканы. И тут раз, всегда у тульской почему-то вот такой отдельный планшетик, и там деревом выжжена тульская мормышка. И сразу выделяется среди всех остальных бренд. Да. Это вот специально сделано? Специально, чтобы себя позиционировать как бы на рынке, свою продукцию, чтобы она была для покупателя отличима от остальных. Соответственно, ну плюс всегда тульская мормышка, это был топ мормышки высшего качества, высшего уровня. Вот что именно в этом изделии высшего качества считается? Просто я не так давно занимаюсь мормышками, но вот интересно мнение именно специалиста, чтобы потом самому разбираться. Ну, история тульской мормышки начиналась лет так 20 назад. То есть делали ее товарищ Киселев, Виктор Николаевич, Борисов Сергей Александрович, если не ошибаюсь. Вот, то есть максимально удельный вес изготовленный материал, то есть это вольфрам. Да, вот мне поговорили, что она вот можно взять маленькую, и она будет хорошо тонуть. Да. То Ну, есть, вольфрам, а остальные как-то не очень тонут, потому что из другого материала сделаны. Ну, вольфрам, он бывает разный, соответственно, в соотношении содержания самого вольфрама по отношению к изготавливаемому телу, грубо говоря. Может быть 92%, 95%. Если брать всю литую мормышку, которая вот китайского производства, чтобы пролить, они идут уже готовые с отверстием. Должен быть вольфрам более мягкий, меньшей плотности. Соответственно, поэтому теряется вес. Тульская мормышка была всегда из самого плотного вольфрама, имела больше вес, поэтому она быстрее тонула. Плюс стояли качественные крючки. Вот, хотел спросить, а крючки На какие данный вы момент мы берете? используем Гамакацу LS1050, то есть заключили прямой договор с японцами, имеем право лейбл Гамакацу А, вот лепить на Гамакацу, свой. да? Да, то есть мы не имеем права перепродавать крючок, только использовать в составе своего изделия. Понятно. Вот. Вот в этом году у меня активно ребята с собой брали. Я-то не очень, конечно, ловил, но посоветуй мне, пожалуйста, вот какие нужно мормышки выбрать для того, чтобы ловить леща. Ну, самый вот, с вашей точки зрения, с отзывов покупателей, самый С отзывов покупателей на леща, если ловят на поставушку, так называемую, то берут шайбы, допустим. какие? Ну вот, шайбочки самые большие у нас есть 6.0, то есть она просто ложится на дно, и крючок у нее всегда смотрит вверх. Вот. Я таких не видел, у нас такие не продают. Смотри. Вот. Соответственно. А дальше леща ловят, как правило, на больших глубинах, используют классическая капля. Вопрос от глубины зависит уже диаметр и вес используемой мормышки. Вот. Покрытие здесь на любителя, но, как правило, говорят, что медь и, допустим, черная более привлекательна, окунь более яркие любит, то есть это золото, либо никель блестящий, как мы делаем. Как-то так. То есть шайбы самые универсальные из ваших. Самая универсальная будет капля. Это капля. априори, да. Понимаете, здесь самое простое также будет дробинка. она будет светлая, темная, белая, или Нет, это вот предпочтение? фишка капли, ну не как шайбы, просто то, что она ложится на дно, а крючок смотрит вверх. Если вы опустите каплю на дно, она ляжет на бок.
То есть Ну, шайба, она засечка, плоская. шайба, засечка Он стопудово. подходит, лещ же жрет со дна. Да. Он жрет, Засечка получается Да. 100%. ну, практически. Вот. А там она может так А лечь, капли и уже ты надо мимо играть. вот так бьешь, там, Да. тебе в игру, получается, капля идет. Капля только игровая, дробинка только игровая мормышка, соответственно. Так же, как и овсинки, муравьи. Это вот прикол шайбы. Ее можно положить просто на дно. Вот. Либо использовать как ударение об дно. Ну, там муть идет, ударяется, он там шевелится и привлекает. Да. А я смотрю, вы это... Также Еще весь это ассортимент кивков, да, сделали свой. Ну, фактически от Он 0,1 такой же грамма. стандартный или же чем-то тоже кивок отличается ваш? Кивок, ну, мы используем японский лавсан, как говорится, да, который на морозе Не не деревенеет? трескается, не деревенеет. Крепежка у нас из немецкого силикона сделана, опять же. То есть 3-4 года уже кивкам у людей, и крепежка сохраняет свою эластичность в любых погодных условиях. Вот. То есть сейчас на выставку приходили, уже вот на прошлый брали, давайте сейчас еще возьмем. Как бы. Ну, Понятно. мы стараемся делать качественно, красиво, удобно. Для любителей с осенью, я думаю, сделаем и спортивную мормышку. А что будет пониматься под спортивной мормышкой? Спортивная мормышка, во-первых, это меньше размера. Сейчас мы делаем самую маленькую капельку 2,5. А у спортсменов самый маленький размер 1,6 мм. И в 1,6 мм в диаметре мормышки еще должно быть 2 отверстия. Вот, соответственно, представляете, вес мормышки где-то там 0,08 грамма, 800. Вот. Плюс используются более мелкие крючки. Ну, то есть уменьшается спортсмен сильно. Конечно, уменьшается. Ну, спортсмены, как сказать, если взять центральный федеральный округ, то у нас здесь, да, рыба мелкая, поэтому Ну, используют понятно, в маленькие. Сибири там нужна А в Сибири нормально. у них... Там рыба больше, крупнее. Да, у нас, если плотва 150, это хорошая плотва, у них это малек живца используется так. Вот, то Ну, есть, тоже бывает разные. да, то есть если взять Новосибирск, туда дальше Урал, То есть география по всей России распространена. работаем, да. Ну, фактически, ну, Калининград нет, от Питера, Москвы и до Новосибирска, Иркутска и т.д. и т.п. Понятно. А крупность, получается, зависит от региона, где какая рыба по крупности. Да. Ну, Не если на- брать не надо ЦФО, нас. понимаете, вот сегодня, допустим, у меня выше, допустим, я не знаю, 3,6 капли, ничего не продается. А Сибирь только от 3,3 начинает брать. Им 2,5, 2,7, им не надо. У них такой мелкой рыбы нет. Понятно. Хорошо, спасибо за знакомство. Да, взаимно. Буду пользоваться вашим советом вот с этой мормышки. Пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Шел по выставке, забрел к вам, потому что стал увлекаться зимней рыбалкой. Смотрю, вот бренд Экструзион. 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 Вы занимаетесь в России производством, я так понимаю, саней для рыбаков. Это наше российское производство, да, мы находимся в Тверской области, производим широкий ассортимент саней для рыбаков-охотников. Это то, что можно таскать на упряжке, на удобной, на универсальной. И большой ассортимент прицепных саней вот для за мной мотобуксировщиков, скажите, для мототолкачей. Скажите, снегоходов. пожалуйста, вот это, я так понимаю, самые для меня, вот эти двое сани, это вот как для любителей, для меня. А примерная стоимость и вот эти вот интересные девайсы ваши, сколько будут стоить? Вся наша продукция, она доступна для широкого потребителя. Цена очень экономичная. Все это в районе 1000 рублей стоит. Прям вот санки. сетка отдельно же? Санка стоит, диапазон цены на сани, на рыболовные 700 рублей 1000. Сетка стоит в районе 300 рублей. Я То есть понял. полностью Ну, такой... все резинки обычно покупают вот Да. такие, вот как вон там у вас. Ну, Это- транспилеры. У нас есть различные аксессуары для саней. Это вот, конечно, универсальная грузовая сетка. Ее можно использовать как зимой для упаковки всего рыболовного скарба Ну, на удобно, санях. просто когда резинками он выползает Можно, все-таки. да, можно летом использовать на снега. А до скольки мороз выдерживает? Все наши сани производятся из материала ПНД, полиэтилен низкого давления. Материал выдерживает перепады температур от минус 60 до плюс 60. Наши санки эксплуатируются на просторах нашей родины необъятной
от северо-западного региона до Дальнего Востока. От минус 60 Включая- до плюс 60 это везде в России они Да, могут эксплуатировать, да. по сути дела. Продаем мы А наши- зачем плюс 60? плюс 60. Вот это Астрахань, что ли? Даже в Астрахани плюс 50. Смотрите, плюс 60 Это подоб- просто свойство материала? Да, это свойство материала. И у нас есть продукция, которая используется при плюс 60 именно для активного отдыха. Это прицепы для мотобуксировщиков. А, ну вот эти, да, Да. вот прицепы, да? Да, да. То есть уже то, что у нас для прицепной техники на колесах, Ну, это у нас может нет, у использоваться. нас не такая зима в Воронеже, чтобы на Богдасу. Но я так понимаю, здесь вот вы как-то усиливаете их, да? Да, вся продукция, она у нас идет в различных комплектациях. То есть можно взять санку отдельно с прицепным устройством и уже дальше уже комплектовать. Это дополнительный набор накладок. Идет он тоже там добавляет к санкам где-то 1500 рублей. И здесь еще Увеличивает- рама такая, да? Обвязка, да, и усиливает зону контакта и используется для крепления дышла. Ну, Буксировочного. у нас не так много Вот. мотовозжижовщиков, потому что у нас зима просто короткая, не такая снежная. А вот для Сибири, конечно же, это прям... Я в Сибири 3 года жил, там у всех сани. Зима 2020-2021 года радует всех рыбаков и охотников на всей Да, да, территории в этом нашей году, России. И в этом году мы в том числе очень много продали продукции даже в южные регионы, такие как Волгоградская область, Астраханская. Что, и Астраханская Воронеж. даже? И в Астраханской тоже. Да ладно. Да, Там уже лед растаял вот сейчас. Север Каспия замерзал, то есть там даже брали наши самки. А скажите, пожалуйста, вот я видел санки вот такие, ну вот синие. Сейчас вот Ага. можно взять, да? Да, конечно. Оп. Вот такие. И, насколько знаем, одна известная фирма их выпускает. Вот чем вот этот материал от обычных черных? Только цветом отличается, либо с какой-то еще спецификой? Совершенно верно, да, у вас правильный вопрос. Здесь только отличие в цвете, добавление цвета. Санки То могут, есть вы можете тоже их делать таким же синим, красным, по вашему желтым? желанию, да, то есть можем Без разницы. желтые, зеленые, любая цветовая гамма. А на цвет удорожание же будет, скорее всего. Это добавляет к стоимости порядка 10%. Я понял. Вот. Это по желанию производителя. Я бы хотел вас еще познакомить Да. с одной А это нашей... малышок. Это Да? санка 2/1, и есть чуть побольше. Это для детей, что ли, кататься? Нет, это наша уникальная разработка, Это что? эксклюзивная. Это санка, сделанная для того, чтобы здесь размещать удобный ящик, А, то есть он сделано- держится. Всё, фиксаторы я понял. Я думаю, и, для плюс, чего вот это? и плюс выемка для ледобура. То есть, когда мы здесь все это делаем, у нас получается Вот здесь очень ящик идет. эргономичное пространство занято в санях, ящик надежно фиксируется, что очень удобно для активной ловли и поиска для окуня, стандартного хищника. ящика, да? Да. А То есть ледобур как-то вот так расставляют? ледобур кладется поперек. Да. И как раз под тонар, да? Прям, да, под тонар. И вы здесь все А вот хорошо. здесь еще что-то. И здесь у вас еще может поставиться кан, дополнительные какие-то. Это причем санка разработана в том году, стала хитом продаж буквально за прошлый год. Она Сколько? цена ее, Да, ну, за это эксклюзив. 500-600 рублей такая санка стоит. Ну, для тех, кто ловит окуня, это отлично. Там Да. потащил, Быстро раз. Да, сделан для того, чтобы Передвинулся. для поиска активной рыбы, перемещение по водоему, все зафиксировано надежно. Для палаточников это маленькое, кто тащит палатки, вот как я. А для быстрого перемещения, да, это отличная вещь. Да. Размер определяю, да, то есть уже сам рыбак для себя. Я, допустим, активно занимаюсь рыбной ловлей, я использую размер самки C6. То есть вот такой размер у нее по длине. Ну, у вас, наверное, есть на чем их вести. Нет, есть такая же самка для того, чтобы ее можно было волочь за собой. Ага. Метр 450, сюда очень хорошо помещается палатка куб. То есть длина у него упаковочная То метр есть вы 400. идете за российскими размерами ящиков, буров, Мы кубов. отслеживаем и все эти новинки. У меня палатка где-то там 1,90 м длиной такая, не как складывается вот посередине, как а просто 1,90 м. Она навряд ли есть такая. Да, я вам открою небольшую Да. тайну. У нас в ближайшее время должна появиться новая санка, она будет называться Куб. Ага. Именно там Для будет, тех, кто не складывает. там специально. будет предусмотрено уже фиксатор для того, чтобы можно было куб положить в санку, и чтобы он не катался и Да. удобно лежал. Вот интересно. Да. Мы Хорошо. даже уже думаем об этом для того, чтобы нашим рыбакам было удобно фиксировать. Для Хорошо, что я к вам зашел. всех, да, Интересно, да, интересно. был Обычно взаимно. приходишь, Саня просто раз стоят
какой купить? Ну, либо этот, либо чуть поменьше, больше выбора нет. Оказывается, есть и так, и по-разному сани. Все, спасибо большое. Да, спасибо, удачи вам. Итак, ребят, не хочу снимать огромное большое видео часовое по зимней рыбалке, поэтому продолжение будет во второй части. Смотрите, будет интересно.